Споры о том, к какой поверхности стекла силиконовый герметик прилипает лучше, аквариумисты ведут между собой очень давно. Одни говорят, что к шлифованной поверхности, другие, что к полированной. Третьи утверждают, что идеальное сцепление с герметиком обеспечит только необработанный срез стекла. Так называемый искусственный интеллект, например, поддерживает шероховатую точку зрения. Но опять же, неоднозначно, а с оговоркой теоретически. Мы проведем практический эксперимент и поставим, наконец, точку в этом давнем споре. Для эксперимента возьмем пластины из стекла М1 шириной 50 и толщиной 10 мм. Склеим их попарно, причем одну из склеиваемых поверхностей оставим гладкой, а вторую отшлифуем наждачной бумагой. После полной полимеризации герметика разорвем соединение и проверим, на какой поверхности клея осталось больше. Для придания стеклу шероховатости будем использовать наждачную бумагу с размером зерна от 40 до 180 единиц. Шлифуем пластины при помощи вибрационной шлифмашинки до матового состояния. Затем тщательно обезжириваем и склеиваем аквариумным силиконовым герметиком двух марок – Chemlux 9013 и Wacker 121. Толщина клеевого слоя составляет 4 мм. Оставляем нашу склейку в покое примерно на 1,5 месяца. Итак, прошло 50 дней с момента склейки. Можно быть уверенным, что клей полностью полимеризовался по всему объему. Приступим к нашему краш-тесту. Разрывать клеевой шов будем вручную. В этом нам помогут свойства Архимедова рычага. Усилие, которое нужно приложить для разрыва, по ощущениям не является чрезмерным. Скорее его можно охарактеризовать как среднее. Видимых преимуществ какой-либо из поверхностей пока не наблюдаем. Разорвем остальные склейки. Последним оказался образец, в котором склеиваемые поверхности не подвергались шлифовке. Был замысел проверить, насколько равномерно разорвется клеевой шов на поверхностях с заведомо одинаковой адгезией. К сожалению, эти пластины по размерам оказались меньше остальных. Их толщина составляла 8 мм, а ширина 40 мм. И в процессе разрыва клеевого шва они, увы, сломались. Рассмотрим теперь каждый образец вблизи. Видимой разницы в толщине клеевых слоев на пластинах с различной степенью шероховатости практически нет. Удалим часть клея при помощи лезвия, чтобы оценить толщину каждого клеевого слоя. Как мы видим, толщина герметика везде примерно одинакова, несмотря на различную степень шероховатости стекла. Настало время сделать очевидные выводы. Адгезия аквариумного силиконового герметика к силикатному стеклу не зависит от степени шероховатости поверхности стекла. Во всяком случае, разница в адгезии, если и присутствует, то она настолько мала, что на практике ей можно пренебречь.